Да, 12 слайдов у меня, 45 минут. Я думаю, я закончу быстрее. Потом надеюсь на ваши вопросы. Меня там видно в телефоне? Да. Помещаюсь? Вертикально? Хорошо, я буду говорить про объектно-ориентированное программирование. Сначала в двух словах, точнее, коротко, какое-то сильное эхо. Коротко хотел бы узнать, кто вы. Кто из вас программист? Кто из вас пишет код? Ежедневно. Ага, на каких языках программирования? Java в основном, да? То есть это объектно-ориентированное программирование, я так понимаю, да? Вы создаете объекты, классы. Хорошо. Я немножко ориентировал доклад больше на, поскольку конференция такая не совсем строго техническая, поэтому я его так попытался сделать в форме не такой глубоко технической, а скорее больше поверхностной, но обзорной. То есть показать, в чем я вижу главные проблемы объектно-ориентированного программирования, как эти проблемы можно исправить и почему вообще мы имеем проблемы. Поэтому не ожидайте от меня примеров кода, их здесь не будет, немножко будет. А в основном это будет такой обзор о том, о чем мне кликать. Да, спасибо. Обзор о том, почему, что мне не нравится в объектно-ориентированном программировании, почему я вижу, что оно действительно умирает, и в чем причина, и как мы можем это исправить. Вы вообще слышали, да, этот термин OOP is dead, что оно умирает, что оно больше не используется, что его стоит от него отказаться? Я думаю, вы слышали такие тенденции. В двух словах я расскажу историю, такую, которая со мной случилась год назад. Ко мне пришел знакомый, вот сам из Днепропетровска, живет в Силиконовой долине в Сан-Франциско, и рассказал мне, у него была такая ситуация. У него был стартап, он этот стартап создавал, у него была команда там из 3 программистов, которые разрабатывали ему этот продукт, разрабатывали на Ruby, это, в общем-то, тоже объектно-ориентированный язык. Создавали этот продукт, потом он пришел ко мне и говорит: у меня все закончено практически, осталось там какие-то там 10% небольших, немножко добавить здесь отчетность, немножко добавить здесь какую-то еще там форму расчета, и все. Но я потерял программистов, они ушли там в какой-то другой проект и больше со мной не работают. Может быть, ты можешь мне помочь, это он ко мне пришел, может, ты можешь мне помочь, подсказать, где найти там других программистов, которые закончат эти 10%, и мы через месяц выложим это на рынок, и у нас все будет хорошо. Я ему там подсказал пойти на Upwork, подсказал там пойти куда-то еще. В общем, в итоге он нашел программистов. Я думаю, вы представляете, что случилось дальше. Когда мы с ним стали общаться через 3 месяца, ситуация была такая, он сказал: ну мы все заново переписываем точнее, и скоро уже закончим. Он вот сейчас, прошло еще там 8 месяцев, сейчас он где-то в середине пути, насколько он понимает. То есть они переписывают все заново. Почему это случилось? И похоже ли это на типичный провал? На мой взгляд, эта ситуация очень типична, и я ее вижу часто в разных стартапах, в разных проектах. Мы начинаем, мы создаем что-то, потом приходит новая команда, и мы должны создавать все заново. Потому что тот код, который создала предыдущая команда, он не maintainable, то есть он не поддерживаемый. И поэтому я считаю, что самая главная задача любого языка программирования, любого подхода, это обеспечивать поддерживаемость решения, которое написала одна команда, сделать так, чтобы другая команда могла это решение понять и поддерживать дальше. В данном случае этого не произошло. И я обвиняю в этом в том числе, в первую очередь, наличие вместо объектно-ориентированного программирования, наличие процедурного программирования. Мне кажется, это одна из, вот тут было слово сказано до этого, говорили о том, что паттерны, эти шаблоны, да, они на русском, шаблоны, которые мы должны использовать, не должны использовать. Вот я не знаю насчет шаблонов, это тоже может быть один из вариантов, почему у него произошел такой провал. Но я склонен обвинять в этом именно присутствие процедурного программирования, которое действительно тяжело поддерживается, которое действительно тяжело командой поддерживать и развивать. И процедурное программирование было заменено объектно-ориентированным много лет назад, но, как я сейчас вам покажу, заменено было некачественно. Процедурное программирование. Процедурное программирование – это стиль программирования, наверняка слышали об этом. Это стиль программирования, в которых существуют процедуры, то есть код идет последовательно, команда за командой, и этот код управляет блоками данных, которые вокруг этого кода как-то находятся. Процедурное программирование – это, наверное, первое программирование, которое появилось. Это язык Assembler, это языки первого поколения, которые появились первыми, потому что они естественно произошли из Assembler. Assembler – это первый язык, который, в общем-то, стоял ближе всего к процессору и помогал программисту просто объяснить процессору, что делать команда за командой, фактически транслируя эти команды в процессор. Потом языки стали чуть сложнее. Вот это пример процедурного программирования, я взял его пару дней назад из ядра Linux.
То есть это реальный код из ядра Linux, как вот выглядит примерно так процедурное программирование. Не надо вникать в то, что там написано. Суть в том, что это команды идут команды за командой, вызовы процедур. Вызов процедур, потом изменение каких-то данных, потом опять вызов процедур, опять вызов процедур. Вот такой вот такая вертикальная колонка, вертикальный такой последовательный ход выполнения какой-то процедуры или ряда процедур. Есть процедурное программирование. Главная проблема здесь, в этом процедурном программировании, которая приводит к потере поддерживаемости, в том, что, насколько я понимаю, на мой взгляд, это отсутствие разделения зон ответственности. То есть код написан, любой код имеет доступ к любому другому коду и к любым данным. То есть существует такое некое пространство данных в оперативной памяти и некий большой код, который разделен на процедуры или подпроцедуры. Но в общем виде, в большинстве случаев, любая точка кода имеет доступ к любому блоку данных. То есть есть некая оперативная память, которой мы как-то управляем, и код, который разбит иногда на подпроцедуры, которыми этими данными управляют. То есть отсутствует разделение зон ответственности. Вот, например, в этом коде нам сложно понять, опять же, не вчитываясь, это язык C, но нам сложно понять, и такого много в Linux ядре, где мы смотрим на код и понимаем, что мы сейчас получаем доступ к какому-то блоку памяти где-то, который не очень-то относится, который не нами создан. То есть мы обращаемся к блоку памяти, который находится где-то там и создан кем-то другим, и туда что-то положено до нас. А мы лишь этим блоком памяти сейчас в данный момент управляем. То есть, не вдаваясь в детали, идея в том, что у нас много кода, и этот код как-то случайным образом работает с какой-то памятью, которой тоже много. Разделения зон ответственности нет, непонятно, кто за что отвечает. И в этом главная проблема процедурного программирования. Это хорошо работает, если программа маленькая, потому что мы можем в этом блоке кода получить доступ к этому разделу памяти, а отсюда получить доступ туда же. Это удобно, потому что всегда вся память перед нами, и мы, в принципе, видим всю программу как на ладони. Но когда программа становится чуть больше, она становится сложнее, и она увеличивается в размере, то вот такой код читать тяжело, понимать его тяжело, этот процедурный код, он не поддерживаемый. Он был заменен, были предложены новые парадигмы, такие как объектно-ориентированное программирование, или функциональное программирование, или логическое программирование. То есть другие, более высокого уровня, следующего поколения идеи программирования, в которых попытались эти зоны ответственности разделить, сделать так, чтобы какой-то один модуль отвечал, или одна функция, или один объект отвечал за что-то свое, а другой объект отвечал за что-то другое. И они, эти зоны ответственности, не пересекались. Вот так выглядит процедурное программирование, когда зоны ответственности не определены четко. Вот квадратики — это процедуры. Эти процедуры между собой как-то пересекаются. Одна процедура вызывает другую, та процедура вызывает третью. В итоге мы точно не знаем, какие процедуры точно за что отвечают. И мы получаем, часто это еще называется спагетти-код. Наверное, слышали об этом. Когда мы из одного места, потянув за одну строчку кода, мы понимаем, что она вызывает третью строчку кода, та следующую и так далее. И мы, вытянув одну эту спагеттину, мы можем потянуть за собой весь код. Именно потому, что у нас нет четкого разделения зон ответственности, у нас нет ограничений от кода к коду. Одна процедура может легко вызвать другую процедуру, как в этом Linux ядре. Мы можем из любой функции вызвать любую другую функцию, достаточно знать ее имя. И эта функция практически всегда получит доступ к любому блоку памяти, который определен через глобальные переменные, например. Вот в итоге мы получаем вот такую картину, в которой трудно разобраться, которую трудно поддерживать. Когда нам нужно что-то изменить, нам приходится это все выбрасывать и переписывать все заново. Опять же, я обвиняю в этом процедурное программирование. Вот такие языки были в этом процедурном программировании, достаточно популярные языки, которые наверняка многие вы их знаете. Они, PHP в том числе и Python в том числе, они изначально были процедурные. Потом они трансформировались в объектно-ориентированные, в них были добавлены функции объектно-ориентированности, но они полноценными OOP языками так и не стали. Как, в общем-то, и Java, к сожалению. Сейчас я об этом скажу. К сожалению, Java создавалась как объектно-ориентированный язык, но она в итоге получилась сильно процедурным. И в этом проблема, почему OOP погибает, почему OOP в такой находится в неприглядной ситуации сейчас. Слышали про эти языки, да? Наверное, какие-то из них. Существует объектно-ориентированное программирование. Объектно-ориентированное программирование в своей идее, как оно создавалось, как оно должно выглядеть, это прежде всего вот это разделение зон ответственности. То есть это использование объектов, каждый из которых инкапсулирует, есть такой термин, вы знаете, инкапсулирует внутри себя все свое поведение и все свои данные.
Объект строится так, объект это такой кусок, даже не кода, это такой кусок ответственности, я бы сказал. Хотя часто говорят про объект, что это блок кода и к нему прикрепленные данные. На самом деле это не совсем правильное определение. Я бы определил это как такую сферу ответственности, это такой часть чего-то в нашей программе, которая отвечает за реализацию определенного функционала. И разделение всей нашей проблемы, которую мы решаем, на эти объекты, и позволяет нам избежать этого спагетти-кода, и позволяет нам разделить одну зону ответственности, одну территорию, одну сферу проблемы, которую мы решаем, от другой. Таким было объектно-ориентированное программирование. Таким оно было предложено изначально в языках, таких как Simula и Smalltalk, например, но, к сожалению, потом развитие индустрии пошло в направлении, в котором, к сожалению, оно пошло. А именно благодаря языкам C++ и Java объектно-ориентированное программирование действительно стало умирать. Но мы можем его возродить. Объектно-ориентированное программирование должно выглядеть вот так. Наш дизайн должен выглядеть так. Это объекты, это те же самые квадраты, это тот же самый функционал, который у нас был до этого, но он разделен и так внутри себя инкапсулирует то, что ему нужно, что пересечение между ними не происходит. То есть не получается это спагетти-код. Я не знаю, насколько технически понятно то, что я сейчас рассказал, но вот я это себе вижу так, что объекты должны находиться друг от друга в стороне, они должны внутри себя, то, что им нужно, внутри себя инкапсулировать, но вот такого наложения между ними происходить не должно быть. То есть один объект не может просто внезапно по своему желанию обратиться к другому какому-то блоку кода или блоку памяти, потому что ему необходимо к нему обратиться, потому что ему нужен этот функционал. Он должен всегда все инкапсулировать внутрь себя. Он должен строиться как такой из простых объектов мы строим более сложные, более сложные, более сложные. Но мы их вот так не перекрещиваем, как это можно сделать в процедурном программировании. Мы не вызываем из любой процедуры другую процедуру, получаем результат и возвращаемся сюда же. В объектно-ориентированном, в объектах мы объект вкладываем в объект, и в итоге получаем более крупный объект, который имеет более сложные свойства, которые наружу видны. То есть мы инкапсулируем, такая идея ООП. Инкапсуляция функционала, инкапсуляция данных. То есть вложение внутрь и не предоставление возможности внешним клиентам получить доступ к тому, что у меня внутри. Это самая главная идея ООП. Да, и теперь я расскажу 3 проблемы, которые я вижу. И на этом закончу. 3 проблемы, которые, как я понимаю, приводят к тому, что в Java, например, и в C++ эти языки, не только Java, Ruby в том числе, или тот же самый Python, или PHP, который считается объектным, его направление объектное. Программисты, которые, так я понимаю, я не был в то время активно, это было достаточно давно, но так как мне рассказывают, так как я слышал такое мнение распространенное, что когда стали внедрять, например, Java или C++, то было в мире огромное количество процедурных программистов. То есть люди, которые привыкли писать на ассемблере, привыкли писать на C. Например, тот же самый Linux ядро и вообще Unix-системы написаны на языке C. Там никаких объектов не было, там чисто процедурное программирование. И была проблема в том, чтобы перевести сотни тысяч программистов, сотни тысяч программистов на объектный язык. И поэтому так мне объясняют, хотя я не совсем с этим согласен, мне не очень нравится эта идея, но так объясняют, что для того, чтобы этих программистов, эту армию людей, не то чтобы заставить, но смотивировать работать, смотивировать работать с... Что ж такое? Это заменим. Да, для того, чтобы... Может быть так лучше. Я думаю, слышно, да, сзади? Да. Для того, чтобы этих программистов дать мотивацию перейти на язык Java или перейти на C++ из языка C, им необходимо было дать те инструменты, которые были бы похожи на то, что они использовали раньше. То есть они привыкли делать вот так, они привыкли, что из одной процедуры они могут вызвать другую процедуру. Они не привыкли к этой инкапсуляции, они не очень понимают, что такое объекты. Но их много, и нужно было как-то что-то с ними делать, чтобы они стали использовать, например, Java или C++. И поэтому, как мне объясняют, и поэтому и в Java, и в C++ был предложен такой инструментарий, был введен такой инструментарий и такие принципы, которые бы этим людям помогли свое сознание не очень-то менять, а просто перейти с одного языка на другой и продолжать программировать. И этот переход произошел 25 лет назад. Он произошел, давно уже эти программисты и не программисты вовсе, давно уже многие ушли из рынка, но мы продолжаем сейчас делать то, что они делали 25 лет назад. Мы продолжаем использовать процедурное программирование в Java, хотя его там быть не должно.
В итоге мы продолжаем убивать язык, и убивать не просто язык, но убивать и ООП в целом, и язык, и подходы, продолжая делать то, что нужно было бросить еще 25 лет назад. То есть переход, который произошел давно, он остался у нас в руках. Я покажу 3 момента, которые, мне кажется, вот, являются символами этого перехода. То есть 3 проблемы, которые я вижу самые главные. Почему? Что мне не нравится в Java. Первое — это так называемые геттеры. Кто знает, что это такое? Прекрасно. Все, кто программисты, я думаю, знают. Геттеры — это, в 2 словах, это методы, которые добавляются в объект для того, чтобы дать возможность другому объекту достать данные из этого объекта. То есть мы вроде бы сначала как бы инкапсулируем, мы как бы начинаем работать объектно, мы создаем объект, который внутри себя инкапсулирует данные, инкапсулирует поведение, и как бы не должен это все показывать наружу. А потом говорим, но если нужно показать наружу, то вот вам геттер. То есть мы начали работать с объектами, мы создаем объект, мы должны его сделать таким закрытым объектом, который внутри себя скрыл эти данные, никому наружу не показывает. Но потом мы понимаем, что мы не все понимаем, что такое объекты, и нам трудно с этим разобраться. Поэтому давайте мы добавим в него эти методы, которые все-таки дадут возможность внешним объектам достать из него данные и потом с этими данными работать. То есть мы возвращаемся обратно в процедурное программирование. Просто у нас есть некий объект, у которого да, есть какая-то граница, он да, как-то закрыл себя и сказал, что я все это инкапсулирую, не трогайте меня, а потом взял и дал доступ ко всем своим данным, дал доступ внешним объектам. То есть это первая проблема, которая вот разрушает объектную идею, в первую очередь в Java, по-моему, это было предложено в Java, эти геттеры, там, в Java пинах или как-то так. И это первое, что разрушает эти объекты, потому что в большинстве кода, которым я сталкиваюсь, наверное, который вы видите в Java, не в этой Java, а в Java, большинство объектов и большинство классов действительно выглядит именно так. Это большое количество этих геттеров, из которые можно достать данные, потом еще добавляются сеттеры, про них чуть позже. И в итоге мы получаем такой просто большой такой склад процедур, склад данных, которые ничем не отличаются от процедурного программирования до этого. Немножко отличаются, потому что там в процедурном было не так удобно, может быть, называть эти методы, не так удобно было группировать эти процедуры в кучу, не так удобно было соединять их с данными, но по сути это остается то же самое. По сути мы все равно обращаемся к объекту, забираем из него данные, бросаем его, потом он нам не нужен, и начинаем работать с данными. То есть мы в итоге остаемся в процедурном мире, в мире, где код пишется последовательно, он достает данные, откуда ему нужно, работает с этими данными, и потом эти данные куда-то сохраняет. Но в итоге этот код является, вот, который я показал, вот из этого Linux, в итоге этот код, список этих команд, список вызовов является центральной частью программирования, хотя не должен быть. В объектно-ориентированном программировании центральной частью является композиция объектов, сбор объектов. Из маленьких мы строим более крупные, потом еще более крупные и получаем приложение. То есть вот такой линейки кода в объектно-ориентированном программировании не должно быть, когда последовательно идет вызов процедур одна за другой, потом манипуляция данными. Это пример, в котором там больше 20 строк кода последовательных вызовов каких-то. Это яркий пример процедурного программирования. В ООП такого быть не должно. Но это есть, когда у нас есть геттеры. Когда мы добавляем геттеры, мы получаем именно это. Это первая большущая проблема в ООП, именно геттеры. Причем речь идет именно о методах, которые начинаются со слова get. То есть когда метод стартуется со слова get, это признак того, что он показывает всем, что я на самом деле не объект. Заберите из меня данные и работайте с ними. Я ничего не инкапсулирую, я не закрываю в себе какое-то поведение. Я просто даю вам возможность похоронить у меня внутри данные и отдам вам эти данные, когда нужно. Это большая разница. Я не уверен, что мысль доходит сразу, но попытайтесь ее у себя в голове оставить. Я думаю, позже вы почувствуете это, когда увидите код ближе. Когда вы видите эти геттеры, обращайте внимание на то, что происходит на самом деле. То ли вы даете действительно полномочия этому объекту, действительно отдаете ему управление, разрешаете ему, доверяете ему, и разрешаете ему работать самостоятельно, либо вы из него достаете все, что у него есть, и потом вы делаете то, что вам нужно. Здесь большая разница. Это первая проблема. Проблема номер 2 это mutability, так называемая. Всего я 3 проблемы обозначил. Проблема номер 2. Кто знает, что такое immutable объект? 30%. Это хорошо, поэтому в 2 словах объясню, в чем разница. Immutable объект это тот, который при создании, он получил эти данные, инкапсулировал в себе то, что ему нужно, там данные, функционал. И дальше никто не может ему сказать, как эти данные, никто не может дать ему команду поменять внутри себя эти данные. То
То есть он их собрал, он держит их в себе, и дальше его можно только попросить сделать что-то для нас, поработать как-то для нас. Но никто со стороны ему не скажет, а теперь мы в тебя вставим новые данные, а теперь мы в тебя, опять же, используя тебя как хранилище данных, мы в тебя запишем что-то новое, подержи-ка теперь вот эти данные для нас. То есть mutable объекты, они тоже были, на мой взгляд, предложены в этих языках программирования в основном как удобство для процедурных программистов, которые привыкли, что код, вот эта вот линейка кода, она является центральным элементом всего кода, и они привыкли, что отсюда они могут дать команду, положить данные туда, потом забрать данные оттуда, потом сделать с ними какие-то манипуляции, потом положить их туда. И поэтому они используют объекты, стоящие вокруг себя, как такие временные структуры, временно хранящие эти данные. Поэтому очень удобно, чтобы эти структуры были изменяемы. Мы создали какую-то одну структуру, но она для нас не целостна, она для нас не заслуживает такого доверия, чтобы мы, однажды ее создав, всегда на нее полагались как на неизменяемую сущность. Вместо этого мы используем ее как временное хранилище данных, в которое вставляем эти данные и забираем. Забираем с помощью геттеров, а вставляем с помощью так называемых сеттеров. Сеттеров или можно там эти mutability можно добиться и другими способами, через просто какие-то методы, изменяющие что-то внутри объекта. Но главная проблема в этом mutability, в том, что объект перестает быть целостным объектом и является временным объектом. Мы перестаем ему верить на протяжении всей его жизни, всего его жизненного цикла. После его создания мы понимаем, что через несколько минут, через несколько секунд, через несколько строк кода он может изменить свое содержимое, он может изменить то, что у него внутри, это может поменяться. И поэтому доверия большого к нему нет. Мы на него начинаем смотреть, мы с ним начинаем работать как с временной структурой данных. Вот это mutability, это, в общем-то, проблема вторая, которая, на мой взгляд, привнесена из процедурного программирования. Она упрощает действительно работу, она делает для процедурных программистов жизнь легче, потому что можно эти объекты, они начинают использовать объекты просто как удобные хранилища данных с определенными именами. Если раньше нужно было именовать переменные, давать переменным определенные имена, и эти все переменные были либо простых очень типов, integer, строка или массив какой-то, то сейчас становится удобнее, давайте создадим объект, который будет выглядеть как структура данных с полями. И назовем это объект. И так, в общем-то, в большинстве случаев в Java мы имеем именно это. Наши объекты — это структуры данных с поименованными полями, которые мы можем доставать оттуда и в которые мы можем что-то записывать. В итоге мы получаем то же самое процедурное программирование, только с удобными структурами данных. Более того, в языке C эти структуры данных были и раньше. То есть в языке C есть структуры, а есть класс. И разница в языке C, то есть в C++ есть структуры, которые они привнесли из C, которые широко используются, допустим, в том же Linux ядре, эти структуры данных. Структуры данных — это просто такой блок переменных, которые с определенными именами, в которые мы можем напрямую что-то записывать и напрямую что-то доставать. Потом они перешли дальше и в Java предложили объекты, которые то же самое и в том же C++, объекты, которые выглядят как структуры данных, только к ним еще прикрепили даже не так, в C можно было даже к структурам данных прикреплять функционал. В языке C можно, если я не ошибаюсь, или это в C++, можно к структуре данных прикреплять функционал. А классы — это то, что можно наследовать, и то, что уже имеет чуть более расширенный функционал. То есть разница между ними технически не очень большая. В том же C++. В Java нет структур данных, есть только объекты. Но по сути, концептуально, мы в итоге используем объекты как структуры данных. Мы не доверяем им, мы забираем из них данные, когда нужно, и они для нас работают просто как временные хранилища байтов и битов. Но это совершенно не так должно быть. В ООП это должно быть иначе. В ООП объект — это целостный, как я сказал, такая сфера ответственности, на которую мы полагаемся и даем ей возможность сделать то, что она должна делать. Но не манипулируем с ней через данные. Вообще в ООП, чем больше мы видим данных, чем больше мы видим потоков данных, тем дальше мы от ООП. Вот такую мысль себе закрепите. Да. А каким же образом тогда работать с данными? Все-таки не должны в каком-то виде представляться. Ну, я согласен, данных не должно быть поведения, да. Да, данные, безусловно, должны присутствовать. Безусловно, данные должны присутствовать, но данные не должны являться, я вот где-то читал про ООП в какой-то книжке, где был такой вот тезис сформулирован, что если ваша функция или ваш метод принимает или возвращает чуть что-то большее, чем байты или строки, то уже это проблема. То есть если вы возвращаете или создаете какую-то сложную структуру данных и возвращаете ее для того, чтобы она пошла куда-то дальше и была передана куда-то дальше, значит у вас какая-то проблема. Значит вы слишком полагаетесь на эти потоки данных. То есть данные не должны интенсивно ходить между объектами.
они должны внутри объектов находиться. А в процедурном программировании данные, это главная составляющая, они интенсивно перемещаются то есть код интенсивно с ними работает. А в ООП мы должны возвращать и принимать, наши методы должны принимать там цифры, строчки, возвращать цифры, но не более. Не возвращать какие-то сложные структуры данных. Может возвращать другие объекты, да, но не возвращать вот какие комплексные массивы или комплексные блоки данных. Такая вот мысль. То есть каждый раз, когда ваш метод принимает что-то большое, такие блоки данных, или возвращает что-то большое, такое собранное в какую-то такую коллекцию, ну, в тот же самый объект или в структуру данных, значит, что-то здесь происходит не так. Значит, слишком он отдает много наружу, значит, он не так хорошо инкапсулирует, как он должен. Он должен в идеале инкапсулировать так плотно, чтобы наружу выходили только иногда цифры, иногда строчки, и принимались иногда цифры, иногда строчки. Все остальное делается у него внутри. Если вы не можете так сделать, если вам нужно вернуть, допустим, какой-то блок там чего-то, в котором будет имя, фамилия, телефон, адрес, что-то еще, например. То есть мы чего-то спрашиваем, и нам в ответ возвращается такая вот структура данных с полями. Значит, это слишком открытый, объект слишком открыт. Он не инкапсулирует это, а он отдает слишком много. Такая вот идея. Тонко, да? Ну, я говорил, не очень технически буду рассказывать, но пытаюсь, да. Если это репозиторий, например, как можно из репозитория или это просто страхнуть? Если это репозиторий, да, вопрос в ту же сторону. Если у нас репозиторий, мы хотим из него достать что-то, что в этом репозитории хранится, да? Да. То возникает вопрос, почему нам нужен репозиторий, в котором что-то хранится? Что-то здесь значит не так. Если у нас есть такой объект, который называется репозиторий, который просто выступает как глупое хранилище чего-то другого. Ну, это посредник, чтобы я мог не знать о том, как реализована, например, моя база данных. Да, и вот создание таких посредников, это тоже есть проблема. Не должно быть объектов посредников. Объект должен выполнять для вас то, что вам нужно, чтобы он выполнял, а не выступал посредником между кем-то и кем-то. То есть вот эти посредники, это и есть процедурное программирование. Когда мы временно для передачи, допустим, данных из базы данных, прокладываем эти данные здесь, они там временно собираются, а потом мы их оттуда достаем и дальше с ними работаем. Это работа с данными. А объект, он должен целиком представлять собой. Говорить, я для вас и есть сущность в базе данных. Спросите у меня, что вам нужно, или попросите меня для вас что-то сделать. Но не забирайте, я для вас не хочу выступать временным хранилищем того, что пришло из базы данных, что вы потом заберете, потом поиспользуете, а про меня забудете. Это вроде как Active Record. Ну, типа как Active Record, да, это примерно в том направлении. Active Record тоже не совсем идеальное решение, но да, примерно так должно быть. Имеется в виду не использовать анимичные вот эти объекты, у которых нет Да, поведения. да, это еще один термин хороший, да, анимичные объекты. То есть, действительно, анимичные объекты это то другое название этой проблемы с геттерами и сеттерами. То есть это объект, в который мы нашпиговываем данными, который ничего не умеет делать, только хранит для нас эти блоки данных. Ну там строчки, цифры, что-то еще, вот он их набирает туда, из базы данных к нему пришли эти данные, мы их туда сложили, потом мы этот объект передали куда-то, кто-то из него это все повытаскивал, объект выбросил. Вот такой временный объект, такая структура данных, это и есть главный признак процедурного программирования, от которого я предлагаю избавиться. Точнее, не то, что предлагаю, я говорю, почему ООП погибает. Именно потому, что присутствуют эти геттеры и присутствуют mutable классы. Присутствуют классы изменяемые, точнее объекты, изменяемые объекты. Если их исключить, то жизнь становится лучше, труднее сначала, потому что действительно приходится делать тот самый переход от процедурного к объектному, который должен был быть сделан 25 лет назад, но не сделан был. Нас просто перетащили с нашим процедурным мышлением в языки объектные и дали нам возможность, предложили нам использовать геттеры, mutable классы и последнее, что я сейчас скажу, третью проблему. Мы стали ее использовать активно и в итоге получили процедурное программирование на языке Java. Мы по-прежнему на языке Java, я тоже в одной хорошей книге читал, что мы пишем на Java программы на Каболе. То есть мы используем язык Java, синтаксис языка Java, чтобы написать программу на Каболе. Вот на самом деле что происходит, к сожалению. И проблема третья, самая, на мой взгляд, большая, да. А если мы хотим узнать состояние объекта, если мы хотим сравнить два объекта, мы все равно должны как-то прочитать эти данные. Если мы хотим сравнить, то надо подумать, зачем мы хотим Например, сравнить. найти что-то. Да. Или найти какой-то объект, например. Если мы хотим найти какой-то объект, то мы должны обратиться, например, к такой сущности, к объекту, который называется хранилище, и сказать, найди-ка нам объект такой-то, по такому-то признаку, по такому-то... Он тоже должен это знать, этот признак, узнавать в объекте. Как он будет узнавать, тогда он должен обращаться к объекту и спрашивать, подходишь ли ты, допустим, для такого поискового запроса. Например, так. Но он не должен из объекта вытащить все его параметры, потом по ним поискать, а потом сказать, да, нам этот объект подходит. Понятно, да? 1 минута у меня осталась. Не-не-не. Пишет 1 минута. Еще 5. Еще 5.
Хорошо, и последняя проблема – статические методы. Статические методы – это вообще огромная проблема, которая вот целиком и полностью убивает объектно-ориентированное программирование просто на корню. То есть это методы, которые не являются методами, которые не прикреплены ни к какому объекту, они просто могут находиться внутри класса, и в этом классе могут выполняться любым другим, ну, кем угодно. То есть любой код, из любой точки кода мы можем просто вызвать этот статический метод, он для нас что-то сделает и вернет результат. Это в чистом виде процедурное программирование, как было сначала показано. Как сейчас, вот если открыть ядро Linux, там будут эти статические методы только на языке C. Там это не будет называться классами, но это будут просто такие с длинными именами функции, которые каждый может из любой точки программы, из любой точки этого ядра вызвать, и он что-то для нас сделает. Статические методы ровно то же самое. То есть их использование в Java, оно совершенно, на мой взгляд, оно мотивировано, единственная мотивация для них, это когда люди действительно не понимают, как использовать объекты, а дайте ко мне возможность просто написать процедуру. Им дается возможность написать процедуру, она называется статический метод. То есть их использование, оно, на мой взгляд, категорически должно быть запрещено в Java. И вообще в процедурном, в объектном программировании. Если мы говорим о Ruby, там тоже есть статические методы. Если мы говорим о Python, они везде присутствуют. В PHP они везде присутствуют. Во всех языках, во всех, которые я знаю, языки, объектные языки, везде эти предложены статические методы. Для чего это сделано? Единственная причина для того, чтобы людям, которые не понимали, как работать с ООП, дать возможность написать хоть что-нибудь. Хоть как-то продолжить свою работу, чтобы он не уволился завтра, а как-то продолжил программировать. Давайте ему дадим статические методы, и он нам что-то напишет. Я считаю, что от них нужно отказаться, пока не поздно, пока действительно ООП не превратилось в... Оно уже превратилось. Когда мы открываем эти популярные библиотеки на Java, Apache, тот же Guava, они все построены на статических методах. Есть даже целые фреймворки, например, Play фреймворк, который весь написан на статических. Ну, то есть там статические методы — это центральный компонент. Возьмите Android SDK, весь Android рекомендует не использовать объекты, это прям официальная рекомендация Google, не использовать объекты, а использовать статические методы. Это такое ужасное направление в ООП, которое сейчас происходит в Java в первую очередь, которое ведет нас в никуда. Да. Статических методов, к сожалению, есть одно преимущество. Они очень быстрые. Да. Да, есть такое преимущество. Они действительно быстрые, они действительно работают быстро. Но это преимущество присутствует потому, что вся индустрия, все создатели Java, все создатели всех этих языков не заморачиваются на тему, как сделать объекты быстрее. Потому что есть же решение, есть статические методы. Вам нужно быстрее использовать статические методы. Они не работают над тем, чтобы оптимизировать там, garbage collection, сборку мусора, чтобы оптимизировать создание маленьких объектов, быстро это сделать. По-прежнему объекты медленные, а статические методы быстрые. Поэтому тот же самый Google, инновационная компания, вместо того, чтобы сделать какую-то инновацию в области объектов и сделать, чтобы они быстро создавались и быстро умирали, они, как инновационная компания, предложила: давайте использовать статические методы, и все. Вот наша инновация. Давайте вернемся в процедурное программирование. И не будем фантазировать, не будем улучшать эту Java, не будем делать эту платформу мощнее, умнее в области объектов. Давайте использовать статику. И все. И эта статика в итоге нас уничтожает. Да. Правильно я понял, что это как бы даже вопрос архитектуры приложения, и можно на той же Java или на других ООП языках писать как бы вот на правильном ООП чистом и практически не использовать. Именно, да. И об этом я хочу сказать, что действительно правильный комментарий, что вопрос о том, что же делать. И я говорю, что делать здесь особо так много нечего. Нужно брать те же самые языки, которые у нас есть, тот же Ruby, Java или тот же Python или PHP, но просто не использовать геттеры, не использовать статические методы, не использовать мутируемые классы. Вот и все. И весь код станет значительно красивее, он станет просто нормальным ООП. Так я, например, пишу свои проекты на Java, вот именно в таком виде. Да. Получается, что это не Dynamic Model, не Rich Model, это что-то третье. Есть ли где-то открытый код с подобным подходом, который можно посмотреть? Да, можно посмотреть вот мой сайт, мой блог, можно посмотреть у меня на GitHub аккаунте. Есть несколько проектов у меня в топе, которые написаны именно используя такой подход. У меня есть целый фреймворк, веб-фреймворк, такой типа аналог Spring, например, веб-фреймворк, который написан целиком из immutable классов, immutable объектов и совершенно без использования каких-либо статических методов. Там больше 300, может быть даже 400 классов, достаточно большой фреймворк, на нем уже есть приложения на нем работающие, коммерческие, и там нет ни одного статического метода во всем приложении, и ни одного геттера и сеттера. И если его использовать, то если я напишу какой-либо функционал, используя этот фреймворк, у меня тоже не будет потенциально. Да, именно, да. Используя этот фреймворк, не будет ни сеттеров, ни геттеров, ни статических методов. И еще полслова рекламы. У меня вот такая книжка есть, которую кто, может быть, слышал о ней, кто, может, нет.
написал такую книжку, в которой я изложил, она вот 3 месяца назад вышла, в которой я изложил все эти принципы, потому что я вам сказал только 3 проблемы, которые я знаю. На самом деле здесь в книжке их 23. То есть 23 момента, которые, я считаю, в объектно-ориентированном программировании делаются сейчас неправильно, а должны делаться правильно. Вот есть такая книга, я ее рекомендую, и это блог, который я тоже рекомендую почитать. Все, у меня все. Еще вопросы? Да, у нас есть время? Есть. Да, тогда давайте. Меня хотелось бы услышать практический способ избавиться от статического метода в случае, когда это утилитный метод. Ну, допустим, вот возьмем в Java есть класс math, да, где есть методы, работающие с, ну, допустим, возведением в степень или взятием модуля. Как здесь избавиться от статического метода? Да, хороший вопрос. Повторю вопрос. Есть статические методы, так называемые классы, utility classes. То есть классы, которые содержат в себе ничего не содержат, кроме методов статики, которые используют как утилиты. Их масса в той же Apache, в Apache библиотека Apache Commons, их масса в Guave, есть, например, даже в JDK, тот же самый MES. Каждый из них, каждый этот статический метод может быть заменен созданием маленького микрообъекта. Если мы хотим возвести цифру в степень, это фактически статический метод с 2 параметрами. Мы передаем туда эту цифру, и вторым параметром передаем ту степень, в которой мы должны ее возвести. В итоге мы получаем результат. Правильный объектный подход – это создание объекта, который является цифрой, number, допустим, и который внутри себя в конструкторе принимает эти 2 цифры. То есть мы не передаем управление этой процедуре и говорим «возведи нам в степень», а мы создаем объект, который обладает свойствами цифры, возведенной в степень. И дальше с этим объектом работаем. Как это происходит то же самое в функциональном, например, программировании? Мы вместо того, чтобы дать управление процедуре и сказать «возведи нам цифру 2 в 5 степень и верни цифру 32», вместо этого мы говорим, что 2 степени 5 возведенной, вот оно такое, вот такой у нас этот терм, так называемый, вот мы с этим термом дальше будем что-то делать. Возведется он в степень прямо сейчас, или он не возведется никогда, зависит от того, что с ним дальше будут делать. Так и с нашим объектом. Мы создали объект, который обладает свойствами цифры 2 в 5 степени, и дальше этот объект кому-то передать. Будет с этим объектом кто-то работать, будет из него кто-то, допустим, спрашивать его, чему ты равен. Тогда, может быть, он позже возведет себя в степень, а может быть, не возведет. То есть мы не процедурно, мы не даем инструкцию, возведи-ка нам сейчас степень, верни, и дальше опять мы контролируем ситуацию. А мы создаем объект, и контроль всегда у него. Как будет это возведение в степень выполнено сегодня, завтра, может быть, никогда, это зависит от этого объекта. Поэтому все статические методы должны быть, все utility классы должны быть заменены на большое количество микрообъектов. То есть в том же самом математической JDK, которая есть для математики, там вместо того, чтобы иметь один большой класс math и в нем там 50 методов, они должны были создать 50 микрообъектов. Каждый из которых должен выполнять какой-то свой функционал. Это были бы маленькие объекты, легко тестируемые, легко поддерживаемые, легко. Откройте исходники этих Apache утилитов или исходники этого JDK класс math. Это будут там огромные листинги на 1000 строк кода, которых понимают только их авторы. Это совершенно неправильный подход. Должны быть микрообъекты. Да, это будет медленнее. Правильно было сказано, действительно это будет медленнее, скорость будет теряться. Но это проблема платформы, которая не помогает нам быть объектной, а помогает нам, бросает нас на произвол судьбы. И не дает нам никаких инструментов для того, чтобы мы были более объектными. Еще был вопрос. Я хотел реплику добавить, что мне кажется, что такой подход он возможен только сейчас. С immutable data structures, отказаться от статики кучи микрообъектов, это может быть возможно только с такими объемами оперативной памяти, как сейчас, поколением garbage коллекторов. Да. А тогда, когда создавалась Java, это было бы неконкурентоспособно. Да, я с этого и начал, что возможно действительно 25 лет назад, да, это был неконкурентоспособный, это может быть было еще действительно, это, наверное, была вторая причина, наверное, да. Во-первых, были программисты процедурные, во-вторых, просто технически, может быть, не потянули бы машины, если было такое большое количество объектов, они бы были маленькие, они между собой, может быть, да. Но сейчас-то, в этом направлении меня удивляет и расстраивает, что нет движения в этом направлении в сторону создания каких-то решений на той же Java платформе, на Java машине, которые бы были быстрее и работали бы лучше с микрообъектами. К сожалению, пока если вопрос скорости возникает, мы тоже, когда необходимо сделать что-то быстро, для нас перформанс является приоритетом номер 1, иногда мы начинаем использовать статику, да. Но это мы делаем, скрипя сердце, и только в некоторых случаях, только очень редко, понимая, что мы идем на компромисс с совестью. То есть в общем случае, в общем дизайне этого делать, конечно, нельзя. Еще один вопрос. А функциональные языки, они решены тех проблем, которые... Функциональные языки очень близки к объектно-ориентированным. Функциональный язык, если правильный объектно-ориентированный код, посмотреть на правильный ООП код, посмотреть на функциональный код, они очень будут похожи.
Но, как я вот недавно слышал в одной хорошей презентации, было сказано, что чем лучше функциональные языки, функциональный подход, чем объектно-ориентированный. Потому что легче, как я в принципе с этим согласен, в окружающем нас мире присутствуют перед нами объекты. Нам понять объекты проще. Функции вокруг нас не присутствуют. То есть трудно объяснить предметную область на языке функций, потому что это не натурально для нас. Ну, нет вокруг меня сейчас здесь функций. А объекты присутствуют: стул, стол, телефон, человек. То есть поэтому мыслить объектами проще, чем мыслить функциями. Вот поэтому такое. Хотя и оба подхода прекрасны. Там вопрос. Получается, ну, с гетеросеттерами мне понравился интересный момент, заключается в чем? В Java есть гетеросеттеры, от них, в принципе, особо никуда не деться. Но хотя, опять же, можно делать публичные переменные, которые будут неизменяемы. Scala обошла этот вопрос, она сделала кейс-классы, которые после создания уже не меняются, то есть их можно только скопировать с новым полем. И мне не до конца понятно, зачем отказываться от геттеров для классов, которые являются, например, хранилищами данных. Это, в принципе, нормально, что есть. Если у меня есть стол, то в Java я могу сделать там, get legs count, получить количество ножек стола. В Scala я могу сделать просто там legs count, стол legs count. И на выходе я не понимаю, зачем от этого избавляться. То есть те классы, которые не подразумевают отдавание наружу своего состояния, они просто будут без геттеров. Геттеры же не мандаторы в классе. Да, понимаю. Хороший вопрос. То есть зачем, почему нам не иметь классы, которые являются просто хранилищами данных? Если они просто хранят данные, давайте им дадим геттеры, пусть они эти данные отдают наружу. В этом же главная проблема и заключается. Не должно быть у нас объектов, которые являются хранилищами данных. Как только мы создаем объект, который хранит для нас данные, мы возвращаемся в процедурное программирование. Потому что, забирая из него данные, мы начинаем с этими данными работать внутри какой-то процедуры. Вместо этого мы должны всегда полагаться на объект и всегда полагаться на то, что он для нас представит какие-то свойства. Мы не должны из него ничего забирать, таким образом разрывая его целостность. То есть объект должен всегда внутри себя все, что ему нужно, инкапсулировать. А дальше, если нам нужно из стола, например, получить количество у него ножек, мы должны спросить себя, а зачем мы забираем, зачем нам знать про него, зачем нам получать из него количество ножек? Для чего это может быть нужно? Например, для того, чтобы напечатать его в отчете. Да? То, например, у нас есть отчет, и мы печатаем столы, и дальше мы пишем стол такой-то, количество ножек в колонке. Так давайте попросим его напечатать себя в эту колонку. Мы скажем ему, напечатай нам о себе информацию вот в таком формате, например, в PDF или, например, в XML. Не заберем из него количество ножек, а потом начнем их печатать, а поручим ему напечатать себя в виде отчета. А потом создадим более сложный объект, который называется, как, допустим, группа столов. И поручим этому объекту напечатать себя, а он поручит столам напечатать себя. И таким образом для нас это будет большой объект, которому мы скажем, напечатай себя, вот тебе бумага. И он начнет на эту бумагу себя печатать, поручая каждому столу напечатать себя отдельно. Таким образом мы никогда не узнаем, сколько ножек у стола. Они будут только напечатаны на бумаге. Тогда стол будет знать, В случае получается, что если мне нужно, чтобы у меня стол умел себя печатать в байткод своей XML формат, да. то у меня в этом столе должны быть все три реализации вот этих структур данных. Да. То есть я не поручаю какому-то объекту, возьми стол, скажи, как он выглядит. Да. А я говорю, что объект, расскажи о себе. Получается, что тогда каждый объект должен иметь все эти методы. То есть у меня есть там столы, стулья, неважно, много разных объектов. Вместо того, чтобы иметь один объект, который знает, как реализовать всех. Причем ему зачастую будет generic решение, он не будет каким-то конкретным решением, как стол, рисующий сам себя. Если, во-первых, да, хороший вопрос. Действительно, да. Действительно, каждый объект должен иметь те методы, которые ему нужны для коммуникации с внешним миром. Если мы хотим, чтобы объект был такой умный, что он может себя напечатать и на бумагу, и в файл, и передать по потоку, например, то значит, у него будет три метода, которые умеют это делать. У нас есть другой объект, который называется стул, который тоже должен уметь себя передавать в эти потоки, значит, у него будет тоже эти три метода. Если у нас появится дублирование кода в этих методах, и там будет похожий какой-то функционал, значит мы сделаем новый какой-то объект, который будет помогать им подготавливать себя, допустим, для печати в поток или для печати в XML. Но мы всегда внутри них инкапсулируем эту функциональность, только они знают о том, как себя в поток напечатать. Мы никогда из них не забираем данные, а потом выкладываем их в поток. Потому что таким образом мы разрываем инкапсуляцию и получаем опять процедурное программирование. В объектном программировании мы всегда закрыты, каждый объект закрыт и знает о том, как ему себя выложить куда-то, только он это знает. Никто не может из него забрать данные и потом с ними манипулировать. Почему я на тот вопрос ответил, а что делать, если нам нужно большие данные вернуть? Не должно быть такого. Если мы видим, что наш объект возвращает большой кусок данных, который потом должен быть выложен, допустим, в XML, вот в этом и проблема. И значит, что-то делается не так. Мы слишком много отдаем. Мы можем отдать цифру, мы можем отдать строчку иногда, какие-то небольшие данные. Но если мы отдаем много, значит это проблема. Значит мы слишком его не уважаем.
Мы слишком к нему относимся, как будто он такой глупый, что все, что он может сделать, это отдать нам свои данные. А мы должны его уважать, мы должны понимать, что он достаточно умный, он сам себя в XML напечатает, он сам себя выведет на PDF. Доверять ему. Есть такой принцип, как хэшинг называется, когда и если мы выносим вот это знание, как отдельный объект печатающий, мы его нарушаем, он потихоньку удаляется от стола, и кто-нибудь когда-нибудь перенесет его в какую-нибудь другую часть нашей программы, и знания о столе будут в какой-нибудь непонятной библиотеке или где-нибудь далеко-далеко от этого самого стола. Да, в том числе, хороший. Там был вопрос, кстати. Да. Да, вопрос был, получается, нарушение единственной ответственности и так далее. Не получится ли так, что произойдет просто миграция полотна вызова функций в полотно методов или каких-то функций этого объекта? То есть из больших методов станет так, что наш стол начнет обладать, допустим, у него будет 100 каких-то функций, 100 методов, он будет уметь продавать себя, печатать себя, пилить себя, ломать, ремонтировать, ну и так далее. Да, так может произойти, да, так может произойти. Проблему решаем, другая появляется. Да, вопрос понятен. Вопрос о том, что будет, если мы будем делать наш объект все умнее и умнее, не разрешая ему отдавать данные, а наоборот все время перекладывая всегда ответственность на него, и все время он будет становиться все умнее и умнее, и количество методов будет расти. Действительно это возможно, но как только это начинает происходить, как только вы увидите, что у вас методов больше 5, то нужно этот объект разбивать на части и делать его, делать рефакторинг, который поможет с ним работать, поможет его трансформировать в что-то более мелкое. То есть если объект так разрастается, значит проблема с пониманием, а правильно ли мы определили вообще, что это такое. Если мы работаем со столом, и в нашей программе наша программа начинает слишком активно работать со свойствами стола, слишком он становится умным, значит, наверное, наша предметная область разбита не совсем правильно. Значит, нам нужно определить не просто стол, а определить крышка, стул, цвет, то есть какие-то его свойства, выделить их как отдельный объект. Разбивать надо. Объект больше, чем 5 методов, на мой взгляд, это объект неправильно создан, неправильно дизайн объекта.Ребят, давайте еще раз поблагодарим Егора за великолепный и очень глубокий доклад. Посмотрите еще раз внимательно на книжку. Может быть, вы захотите... извините, пожалуйста. Может быть, вы захотите себе приобрести. Да, на этой конференции для всех участников конференции она со скидкой 50%. Она вообще на Амазоне $40 стоит, здесь она стоит 20. Супер. И можно получить автограф, поэтому это то, зачем нужна бумажная книжка вообще. Да. Все, спасибо. Егор, спасибо огромное, это было очень, очень круто.